Привет, дорогие друзья, постоянные зрители канала Ева Таро и новые гости канала. С вами Ева. И сегодня у нас в гостях Евгений Чичваркин, достаточно известная фигура. Сейчас он проживает в Лондоне. Я была, кстати говоря, лично в его ресторане Гайд Парк. Да, он даже сам про себя говорит, что он гедонист. Вот, кстати, первая карта, понимаете, на него выходит. Во-первых, человек яркий, динамичный. То состояние, когда я сейчас к нему подключилась, да, мы будем сегодня говорить, как обычно, сильные стороны известных людей. Так вот, этот человек, во-первых, он известен тем, что он наслаждается жизнью, и я записываю этот расклад на винодельне, понимаете, на винодельне. Вот у меня тут камин, там вина. Сейчас у меня будет вайн-тестинг. И вот это вот, понимаете, вся его жизнь, она о наслаждении, о гедонизме. Это не просто так, понимаете, этим все пропитано. У этого есть большие смыслы, это раскрывает его характер, и мы сегодня это посмотрим. Это им движет постоянно. И вот то, что я сюда приехала, у меня такой подъем, столько энергии, знаете, вот я к нему подключилась. Вы знаете, когда я записываю расклады к тем людям, которые я подключаюсь, вы можете посмотреть, уже сравнить. Я на каждом раскладе разная. Поэтому здесь человек заражает своим энтузиазмом, неординарностью, энергичностью, и у него очень подвижная психика, однозначно. В общем, сегодня у нас на разборе Евгений Чичваркин, его сильные стороны его характера, его личности, которые помогли ему стать известными. Мы разбираем с вами на этом канале таким образом через Таро, через ясновидение известных людей для того, чтобы что-то взять для себя, чему-то научиться и привнести, возможно, это в свою жизнь. Как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, ну и на победах. Ну что, погнали. У меня тут, вот как же, понимаете, сейчас у меня будет потом еще бокальчик вина, но пока бокальчик воды. За Евгения Чичваркина. Почему-то так захотелось сказать, понимаете, вот это вот, я уже погрузилась в него, понимаете, я уже к нему прикоснулась, по нему, понимаете, ну вот двойка жезлов на него ходит, понимаете, все время человек, я же говорю, он и там очень подвижная психика, он и бизнесмен, и шалун. Он и его интересуют деньги, и одновременно деньги не интересуют. Он одновременно и по правилам играет, и жесткий бизнес может делать, и в то же время он разгильдяй. Удивительный человек, я же говорю, что вот у него очень подвижная психика, то есть сила его успеха в том, что он, знаете, вот он постоянно, и вот, кстати, дьявол выходит на него, интересно, ну, как бы начинается, понимаете? Начинается. Сейчас мы все на него посмотрим. Начинаются старшие арканы. И вы посмотрите, и король кубков, чтобы он выходил, понимаете, и здесь и в мужском, и в женском. Мы сейчас это все разберем. Во-первых, конечно же, на него выходят старшие арканы, потому что человек мощный, человек сильный, человек известный. Вот. И смотрите, на него выходит дьявол и жрица. Почему дьявол? Я же говорю, он между очень светлым персонажем и человеком, который может быть заячкой-паечкой. Иногда, даже знаете, как я сегодня буду говорить, мне идет из потока, как будто бы я одновременно и фильтрую то, что хочу сказать, и не фильтрую, разрешаю себе делать все, что хочу. Понимаете, вот он здесь по дьяволу, он как бы сам себе разрешает быть тем, как я хочу. Вот это особая воля к свободе, к проявлению. И он хочет заражать всех людей вокруг вот этой свободой проявления, чтобы все жили как хотели. Но вот я смотрю, все время у него это на грани. Вот с одной стороны так, а с другой стороны так. Понимаете, вот двойка жезлов входила тоже. То есть с одной стороны я хочу, чтобы как-то я могу себя повести дерзко, я хочу ходить, знаете, вот какими-то такими интересными путями, но с другой стороны у него огромный за этим стоит, здесь у нас выходит, видите, жрица, с одной стороны есть, понимаете, вот скажем так, когда он выходит в политический бизнес, какие-то дискуссии, это один человек. Когда он дома на работе в своем ресторане, я была, кстати, в ресторане «Гайд», я обожаю Лондон, часто там бываю, для меня вот это вот есть там Украина, поехать и почувствовать себя как дома, да, поехать в Варшаву, почувствовать себя как дома, и поехать в Лондон, почувствовать себя как дома, понимаете, вот это именно как дома такое чувство, а в Лондоне у меня прям есть на 100% всегда. И я вот бывала в его ресторане Гайд, Гайд, как он там, да, у него называется, я уже забыла, это было 3 года назад, последний раз я там была. Вот, и он, понимаете, вот он все время, я вроде бы и это, и то. И меня одни люди знают таким, а потом они хоп и удивляются, они узнают меня совершенно другим. И вот в этом его сила, в этом его исключительность, в том, что в нем как будто бы соединены две совершенно разные личности. Душа очень старая. То есть, если вот вы разбирали уже, сколько героев на
в нашем канале приходят молодые души, приходят старые души, приходят души с других планет, да, с других вообще как бы пространств, которые приходят на Землю для того, чтобы принести сюда совершенно свежую новую энергию. То Евгений Чичваркин – это очень старая душа. Он знает, как себя вести на планете Земля. Он знает все законы и все правила. И он действительно внутри понимает, что он понял этот мир. То есть он чувствует, он знает, что его сила в том, что он знает, видит чуть-чуть больше, чем другие, понимаете, не зря жрица. То есть у него очень хороший канал, он хорошо очень чувствует. И, в принципе, сам по себе человек, почему здесь выходит карта на него дьявол, понимаете, вот он, с одной стороны, человек очень светлый, очень тонкий, очень чувствительный и умеет эти знания, нести знания, понимаете, нести знания к людям и доносить их правильно до людей, причем достаточно таким дерзким, резким способом, понимаете? Но в то же время он может, как сказать, быть таким, знаете, плохим мальчиком, что ли, вот я не знаю. И вот что к нам еще, и, кстати, вот император. И император, понимаете? Ну, он хозяин положения. Он знает, что он круче других, что он лучше других. Его сильная сторона в том, что он уже и бизнесмен, он уже и про политику говорит, и про какие-то социальные вопросы, да, то есть он поддерживает Украину, я знаю, записывает много интервью чуть ли не каждый день, он интересуется, видите, кухней, гедонист, наслаждается жизнью человек, понимаете? А для того, чтобы наслаждаться жизнью, понимаете, это какое-то вот уже такое положение, что я этого заслужил. Я сам про себя это знаю, старая душа. У меня было много воплощений, у меня было много испытаний, я прошел огромный путь. И сейчас я сам себе говорю, я достоин отдыха, понимаете? Я достоин просто сидеть, пить вино и говорить вам как надо. В хорошем смысле, понимаете, в хорошем смысле. Но иногда у него пробуждается немножко такое эго, понимаете, иногда его может заносить. То есть он такой человек, которого может заносить, он азартный человек, очень азартный. Вы знаете, вот на каком я сейчас подъеме делаю этот расклад, мне на месте усидеть сложно. То есть это человек вообще не ленивый, сейчас мы посмотрим, человек не ленивый, понимаете, человек не ленивый, человек все время при деле, все время он что-то ему интересно, ему хочется больше, у него очень любознательный ум, острый ум. Его вообще интересует, понимаете, правда, честность, справедливость. Это вообще про него. То есть его вообще даже, знаете, раздражает, когда что-то не по справедливости, он будет бороться, сражаться, отстаивать. Вы знаете, вот есть такие как бы дети, когда мне почему-то такой образ приходит про него. Интересно, так легко идет расклад, потому что человек легкий, любящий говорить, он такой, он когда говорит, он наслаждается, он когда общается с людьми, он наслаждается. Вы знаете, после того, как я записывала уже расклады Илона Маска, и принцессы Дианы, и Зеленского, и Трампа, да, и сейчас у меня на очереди Чичваркин Евгений, такая, вы знаете, вот в этой его энергии прикасаться к нему прям классно, понимаете, вот реально классный человек, вот мне вот очень близко, вообще энергии многих моих героев мне близки, понимаете, я когда считываю их энергию, вы говорите, что там, вот кто-то мне писал в комментариях по поводу там, что я там кому-то симпатизирую, да, там видно, что вы симпатизируете Зеленскому. Поймите, я смотрю светлые качества людей, понимаете, их сильные стороны, их сильные, ну, как бы, вещи, которые их ведут, поэтому конечно, мне эти качества симпатичны, понимаете? Но вот то, что я сказала про него, понимаете, он человек эмоциональный, он подвержен человек, он может и истерику закатить, и попсиховать, и ножкой топнуть. Ну, понятное дело, что это мужчина, да, то есть он собой управляет, но он не брезгует эмоциями, он не брезгует каким-то словцом. В нем удивительно, то есть самая сильная его сторона в том, что он может быть очень... Это не многогранность человек. У него эмоции и рацио очень классно подружены. И он, Рафан, понимаете, он такой, знаете, как мудрец, который ходит по земле и умеет и жизнью наслаждаться, и духовные ценности его интересуют. То есть в этом его отличие, в этом его успех и в этом его сила. Потому что именно с такой комбинацией, за что бы он ни взялся, его будет ждать успех, понимаете? Потому что человек подключает к эмоциям рацио и к рацио эмоции. Очень динамичный, очень энергичный человек. Я же говорю, что я здесь усидеть не могу. Меня просто подрывает. То есть у него тут даже не
Сейчас, извините, сегодня микрофон, как-то я его... Сейчас я его перекреплю. Момент. Вот, кстати, тоже это тоже не просто так. Куда-то его так закрепить сейчас, вот так вот, наверное, да? Чтобы я его... вот так. Это тоже, кстати, не просто так. Он, когда что-то не работает, когда что-то некомфортно, он не будет сидеть и ждать. Он возьмет и сделает, понимаете? Вот он не будет вот это сидеть, там что-то, ныть. Он вообще, это вообще человек нытик, человек дела. Что-то не работает, взял, починил. Что-то не так, взял, сделал. Что-то мне хочется лучше, возьму и улучшу. То есть у него можно поучиться его стремлению к улучшательству в хорошем смысле. То есть его мудрость, его уже как бы наработки жизненные и духовные позволяют ему не жить, понимаете, в позиции Творца. Это человек, который живет, и нам бы хотелось жить в позиции, понимаете, вот у него на самом деле, его даже кто-то может видеть, знаете, там дедушка, да, жемчужная сережка у него там в Инстаграме, да, или как у него там написано, правильно? Если я давно не заходила, когда-то было так, да, дедушка, да, жемчужной сережкой. То есть он может настолько с юмором, чтобы его специально, понимаете, его люди воспринимали достаточно таким, знаете, таким дурачком. Знаете, с дурачков гладкие взятки. Но внутри у него сидит огромное, понимаете, и жрица на него выходила, и дьявол. Внутри человек может укуснуть и взбрыкнуть, и жестко ответить. И, в принципе, он понимает, как вести себя по-взрослому, с кем, как, когда. Вот, очень интересно. Это, я считаю, что... Ой, и карты выпрыгивают. Я же говорю, карты выпрыгивают, король мечей. Очень острый ум человека. Сидеть невозможно, понимаете? Вот он и спортом, и туда, и сюда, и все ему интересно, и везде ему надо. Очень классная энергия, прикольно к нему прикасаться. Евгений, если вы вдруг смотрите это видео, если вдруг вам кто-то переслал его, канал у меня маленький, растущий, вариантов очень мало, что оно вам попадется в ленте, но вдруг. Хочу сказать, что очень близкая энергия, очень нравится, очень приятно находиться в вашем поле. Надеюсь, я вас не сильно потревожила своими прикосновениями. Шестерка жезлов. Ну, то, что я и сказала, понимаете, у человека всегда есть какая-то цель. Он вообще живет какими-то идеями, вдохновением. И сила его в том, что он, как моторчик, все время что-то себе такое вот находит, понимаете? Он понимает, что если у тебя нету цели, если ты не идешь к свету, не идешь к каким-то своим целям и мечтам, если ты не борешься за что-то, шестерка жезлов, если у тебя нету этого, то ты погибаешь. Понимаете? Или развитие, или деградация. Человек это четко, он понимает это не умом. Этот человек так живет. Его вообще интересует развитие, прогресс, развитие души. И самое главное, что этот человек не жлоб. Вот, понимаете, сейчас мы посмотрим, мне идет из потока, что человек не жаден, а не жлоб. Помните, мы про Трампа говорили, что у него есть вот эта щедрость, но не ко всем, а только тем, кто ему нравится или кто близко. Здесь Евгений Чичваркин такой персонаж, такой герой у нас. Слово персонаж мне в его сторону не нравится. Понимаете, у него, он очень щедрый человек. У него, вот все, что у него там есть, он может отдать людям, понимаете? Даже если это не про материальное. Вот мне сейчас идет это вообще не про материальное, понимаете? У него столько накоплено внутри знаний, опыта, каких-то открытий. И он щедро готов этим делиться со всеми. Ему правда очень важно и хочется видеть этот мир лучше, понимаете? Однозначно. Вот карта умеренность выходит. И он вообще, в принципе, внутри стремится к гармонии. Я говорю, что вот он такой человек, что вот этот его гедонизм, желание гармонии, наслаждения жизни, это же тоже неспроста, я же говорю, это потому что человек видел всякое, видел деньги и безденежье, видел такую жизнь и такую. И поэтому сейчас он ценит достаток, комфортную, изобильную жизнь, понимаете, и гармонию крайне высоко, потому что он знает, как может быть непросто, что означает жить в бедности, в переменах, да, и как люди могут страдать и испытывать какие сложности. Поэтому он прекрасно, как говорится, понимает простых людей и простой народ, понимаете. Так, боже, какой классный герой, обожаю такие герои, вы знаете, когда подключаюсь, это вообще, вы посмотрите, у меня вот сколько я уже записывала расклады, у меня есть плейлисты, посмотрите. Каждый герой своя энергия. И у меня есть такая способность, когда я прикасаюсь к полю человека, стараюсь делать это очень деликатно, потому что люди прямого разрешения мне словесного не давали, но я когда подключаюсь, я четко понимаю. Вот, кстати говоря, был комментарий, я прокомментирую. У меня на первом моем
раскладе, да, был Зеленский. И мне так очень понравился комментарий. Девушка написала, что я какой-то не очень, как слово она, я, к сожалению, не помню, надо было заскринить, да, что э, не сильно я там разошлась, как бы, что не разгоряченный эмоционально, или как-то так. Ну, в общем, что я ответила, что я очень аккуратна, потому что я понимаю, кто этот человек, какое он значение имеет для этого мира, и как мне нужно аккуратно, понимаете, у меня такое, я такими вещами занимаюсь, у меня тоже есть определенные доступы к людям и к вещам, и я очень бережно отношусь к людям, к которым я подключаюсь. Понимаете, есть свобода воли, свобода выбора, и я не могу тревожить других людей так нагло. Поэтому я делаю это очень аккуратно, очень нежно. И моя задача на этом канале не собрать политические дискуссии, понимаете, а людям света, люди, которые действительно хотят и желают становиться лучше, брать из этого мира лучшее, помочь им увидеть, что же есть в знаменитых и известных людях. Так вот, отступление. Вот видите тоже, с чего это я тут такой спич устроила, понимаете, вдруг, ни с того, ни с сего. Вот это, понимаете, Евгений Чичваркин, вот это его стиль. Я же в его сейчас поле весь расклад. И, кстати, сейчас вы видите, меня не остановить. И, кстати, и, кстати, и, кстати, кто-то мне писал, что какое имеет отношение, где вы находитесь, что вы там у вас, что у вас там зачесалось, что вы там вам показалось. Там, типа, читайте карты, не отвлекайтесь, девушка, понимаете, что-нибудь в этом духе, понимаете. А я хочу вам сказать, поскольку я сейчас в поле Евгения Чичваркина, я могу ему ответить очень, очень, знаете, как это, метко, как это, ну, слово на русском забыла, вы понимаете, да? Очень так это остро, что когда сбилась. Короче, вот, ладно, не буду я еще говорить. Так какое имеет отношение? Потому что я как хамелеон, я когда подключаюсь к людям, прикасаюсь к их полю, я нахожусь в их поле. Я как будто бы частично перенимаю их энергию на себя. И это позволяет мне очень ясно описывать и передавать, что с ними происходит. Так вот, Евгений точно такой же. Вот он такой человек, вот я прямо его чувствую, понимаете? Вот он из любой фразы, из любой ситуации он может рассказать целую историю. Он может говорить о каких-то вещах бесконечно. Вот это его сильная сторона, понимаете? Его опыт, его вообще способность раскрывать ситуации. У него очень, опять же, это исходит от того, что у него очень аналитический ум, и в то же время очень подключена сердечная чакра. То есть человек очень склонен, вообще он же женат, человек любящий, понимаете, вот человек преданный, вот верный, любящий, кстати, про него вот еще идет, кстати, это тоже, то есть у него очень, на него, кстати, вышла, вот интересно, на него вышла моя любимая колода мистических моментов, самая, очень светлая, интригующая, и вот, кстати, сама колода подсказывает, видите, в нем как будто бы две натуры живет. В нем живет и натура такая, знаете, вот это рацио, и натура эмоциональная, и они переплетаются просто идеально. Вот. Поэтому, и, кстати, вот он любит выпить, я вот чуть бокал не снесла. То есть он его может занести, то есть он такой шальной парень. Ему нравится это, понимаете, наслаждаться жизнью и в разные эмоции по шкале. Как на американских горках ему нравится, он наслаждается жизнью такой по адреналинчику, понимаете. Но это все на грани. Очень элегантно, понимаете. Очень это все элегантно, красиво. Человек верный, его сильное качество, сторона его личности – тем, что человек преданный. И вот то, что я говорила, не жадный, про Трампа заговорила. Про Трамп, если захочет, отдаст кому нужно. А Чичваркин такой человек, вот мне идет, что если кто-то попросит, он постарается помочь, если это в его силах, понимаете? Вот он не жмотяра, вот слово такое даже идет. Он не жмотяра, понимаете? Это в его стиле, какие-то такие слова употреблять. Он, если есть, отдаст. Если у него есть что-то есть за душой, словом ли, делом ли, советом, ему не жалко. Он с удовольствием откроется людям. И в отношениях, кстати говоря, он очень как бы в браке такой человек, умеющий любить, скажем так. Человек, умеющий любить. У человека достаточно большое сердце, чистое сердце, открытое сердце, он умеет любить. И у него семья его, понимаете, всегда его близкий, и он сам, он никогда не будет, как бы, ну, как сказать, он в достатке, он все делает для того, чтобы жить красиво, изобильно. Для него это сейчас очень важно. И то, что он живет в Лондоне, это не просто так. Ему это место очень подходит. Оно, с одной стороны, знаете, вот вроде бы такое элегантное, аристократичное, как бы мы считаем, да? Но с другой стороны, абсолютно безбашенное, шальное, где вроде есть жесткие правила, в то же время в каких-то вещах их полное отсутствие. Вот это ему очень нравится, это очень соответствует его натуре. И это вот сильные качества его. Давайте посмотрим еще какую-то сильную сторону его личности.
Давайте посмотрим, что еще. Очень интересная энергия, классная. Я когда, кстати, сейчас вот прям к нему подключаюсь, в этот момент он как будто бы, в тот момент, когда я делаю расклад, человек как будто бы сидит в кресле, вот так вот немножко нежится, и так вот он даже, вот, я не знаю, курит, да, или что-то, вот он сидит, вот как-то так наслаждается, у него какие-то думы. Даже как он думает, понимаете, не из жертвы, не из страданий, а он как такой мыслитель рассуждает. Он любит, кстати, подумать, что-то порассуждать, проанализировать. То есть его вот, когда его ум задействован, я же говорю, очень любознательная натура. Паж жезлов очень любознательная. Вот это, вот, видите, вот эта сильная сторона его человека, то, что мне пришло, да, то, что он такой мыслитель, он аналитик, он постоянно анализирует, ему все любопытно, он хочет во всем разобраться. Очень близкая мне его фигура, все его качества, поэтому так очень интересно мне их читать. А, Человек любознательный, пытающийся во всем разобраться, все ему интересно, до всего докопаться, и он понимает, что таким образом он себя обогащает. Он таким образом себя обогащает и делает себя, как бы, понимаете, королем ситуации. Он, помимо того, что свою жизнь таким образом усиливает и себя, но еще ему нравится влиять на глобальные процессы. У него есть огромный запрос на это, понимаете? Не просто я это делаю чисто потому, что мне интересно, а потому что я хочу оставить след в истории. Потому что когда рядом проблемы, бедность, несправедливость, когда люди страдают, ему это доставляет дискомфорт. То есть, я же говорю, вот, для него это, понимаете, вот опять дьявол выходит, для него это болезнь. То есть он человек, который вообще про него идет, что вот он честный человек, понимаете? Вот выходили до этого карты честный человек, верный, и он не будет обманывать. Он знает, кого можно надурить, это, знаете, как Робин Гуд. Вот он, кстати, очень мне напоминает такого, знаете, я вот отберу у богатых, там, бедным. Ну, он бедным не отдаст, он себе как бы может оставить, да, а с бедными так чуть-чуть поделится. Ну, условно говоря, идет такая вот аллегория. Это эмоциональная, может быть, и ресурсами, да, но в первую очередь я сделаю хорошо себе. Так вот, когда другие люди страдают или есть какая-то несправедливость, есть какие-то темные вещи в жизни, его это не оставляет в покое равнодушным. Его это не оставляет равнодушным, потому что он смотрит, понимаете, на других людей. И здесь вот то, что я им сказала с самого начала, немножко свысока. Он уже со своего опыта оглядывается назад на людей, как он сам жил, как другие люди жили. И его это не оставляет равнодушным. Вот, понимаете, очень хорошая карта, кстати, показывает, насколько он чувствует себя немножечко выше других, но у него нету, вот знаете, вот это «я лучше вас», это эго. Поэтому его, наверное, любит, к нему достаточно есть такая симпатия, да, у многих людей. Потому что от него чувствуется какая-то такая простота, человечность, и видно, что человек, как бы, ну, в хорошем смысле почему-то, не зазнался, понимаете? То есть вот такое вот ощущение равенства, я свой человек, партнерство, диалог с людьми, понимаете? То есть с кем бы он говорил, там, даже если вы какие-то вот мне попадались, я немного, но какие-то фрагменты или интервью, что-то попадалось, то есть от этого нету какого-то, знаете, лицемерия, желания унизить другого человека, то есть это очень деликатная. Это человек, который вышел из треугольника, понимаете, который не живет по треугольнику, жертва, тиран, спаситель, понимаете, ему это не интересно, для него это мелко. Человек гораздо выше, понимаете, человек гораздо выше. Вообще можно из колод, где я делаю на канал Ева Старс, Ева Феймос, еще, кстати, не решила, как назвать канал, если вы... как я его назвала, но почему-то хочется как-то переименовать, может быть, как-то по-другому. Может быть, Ева Старс или Ева Старс Таро, или, может быть, Ева... Ну, короче, подскажите мне с названием, может быть, у вас какие-то идеи, буду благодарна. Вот, кстати, вот это то, что я сделала, вовлекла вас в беседу, вот он, понимаете, он со зрителями, с людьми беседует, то есть он не ставит себя выше, он как бы давайте вместе, да, вот давайте разберемся. Вот это он такая человек-натура, понимаете, то, что я и сказала. Он хотя и человек, который, знаете, вот, грубо говоря, известный, как бы всем известный, но вот он не зазнался, он, в принципе, вот в душе такой же простой парень, как обычно, понимаете, вот. И он из-за того, что душа светлая, жрица на него выходила, понимаете, то есть он и влюбленный, в принципе, для него интересно партнерство, для него интересно все делать из любви, из эмоций, из чувств, и он не хочет обижать людей, понимаете, это человек, которому не доставляет удовольствия обижать людей, наоборот, ему хочется, чтобы другие люди тоже
там процветали, радовались жизни и наслаждались жизнью, как он, понимаете, такие люди его окружали. И не зря он открыл ресторан, понимаете, потому что он чувствует в этом силу свою, понимаете, у него же есть опыт наработан. Он говорит, я научился наслаждаться жизнью, я вот умею то, вот я создал такое пространство, я хочу, чтобы здесь тоже люди приходили и наслаждались, а я на этом буду зарабатывать, понимаете, ему зарабатывать важно. Это его сила, понимаете? Вот это его сила вроде как бы объединять людей и притягивать к себе сильных людей, и рядом с сильными людьми чувствовать себя равным. Для него это очень важно. Вот, быть таким заметным. Вот, и он, знаете, не умом думает, вот я туда встряну, вот я то сделаю для того, чтобы меня там заметили или стать каким-то влиятельным. Нет, человек в основном делает это по порыву, у него какой-то такой, знаете, вот интерес глубинный к чему-то есть, и он это делает. Боже, какой интересный расклад. Но вот я чувствую, что все, понимаете, вот такой вот момент даже, как будто бы вот я чувствую, что все. Я из поля взяла все, что мне может дать это поле, скажем так, безвозмездно, то есть даром, да, то есть все. Мне говорят, что все, дальше вход закрыт, понимаете, все, конец. Сказочки конец, а кто слушал, молодец. Потому что дальше, король жезлов, понимаете, вот человек как будто бы говорил, вот я сейчас говорила, а потом, знаете, вот он в один момент, он такой может сидеть и говорить, все, мне пора, у меня есть дела. Понимаете, вот это вот такая натура огненная, вот эта карта прям супер на него. Супер, эта карта прям про него. Очень хорошо отражает его характер. Вот он может сидеть, разговаривать, лясы точить, пофилософствовать, что-то поанализировать, а потом понимаешь, что все, я так устал, для меня здесь все, и он пошел заниматься делами, у него большие цели, у него какие-то дела, ему что-то нужно решать, ему что-то там интересно. Понимаете, вот он знает, знаете, делу время, потехи час. Он балансирует между. Вот это дело время, потехи час. Ну, у него это, кстати, я не знаю, потехи час. У него, знаете, не 50 на 50. Он вроде как гедонист, но он наслаждается от делания. Он наслаждается, когда он делает какие-то вещи. Ну все, Евгений мне говорит, Ева, пожалуйста, отвали. Откровенно вам скажу. Хватит тут мне жужжать, он мне так говорит. Отстань. Ну все, буду отключаться. Сегодня был очень интересный расклад. Евгений, если вдруг вы смотрите этого со всем уважением, благодарю, что позволили говорить о вас. Бокальчик холодненькой водички в Бодруме, на Эгейском побережье, на виноградниках Карнас. Сегодня я записываю это видео для вас. Пишите в комментариях, что вам срезонировало, интересен ли вам был сегодняшний персонаж, и кого вы хотите увидеть на моих раскладах еще. Что еще? Если вы хотите разобраться со своими какими-то вопросами, приходите на личные консультации, все ссылочки внизу. Ну и у меня есть основной канал Ева Оракул Таро, здесь будет ссылка или в конце видео. Буду вас ждать тоже там такие девичьи, девчачьи всякие расклады о любви, о жизни и так далее. Ну что, всем пока, до связи. С вами была Ева и Евгений Чичваркин. Пока!